Эти болезни приходят не просто так. И именно вам, и именно таким способом просят вас пробудить свое сознание. Ну, задай вопрос. Он приходит не просто так, это приходит с тонкого плана. Но успех по течению, он придет тогда, когда человек начинает пробуждаться. Дорогие друзья, еще был такой вопрос затронут по поводу болезней. Почему вот вроде бы людей, которые ухаживают за своим здоровьем, там кушают такую здоровую пищу, успешные, стараются там купить себе самое лучшее, самое такое качественное сделать. Вот. И вдруг вот у их детей, у них самих появляются такие болезни, которые, ну, прям 1 на 1000 человек. Какие-то прям очень такие тяжелые болезни. Я вам скажу и объясню. Эти болезни приходят не просто так. И именно вам приходят в первую очередь для того, чтобы вы начали задавать вопросы, чтобы вы начали пробуждаться. Почему у детей приходят, у таких, у богатых людей, такие заболевания, которые, блин, ну надо отыскать их. И заметьте, заметьте, у простых людей, кто как бы имеет средний, ниже среднего уровень достатка, у них таких нет заболеваний. А такие прям редкостные, ну очень такие прям тяжелые, вот заметьте, появляются у тех большинство, кто считает себя состоятельным. Почему? Потому что от вас сейчас может зависеть жизнь не только ваших детей, но и тех, за кого вы отвечаете. Это работники, кто на вас работает, это с кем вы общаетесь, кому вы можете, на кого можете повлиять и помочь. Сами же вы, для чего это приходит? Для того, чтобы вы проснулись, для того, чтобы вы осознали. И именно таким способом просят вас пробудить свое сознание. Ну задай вопрос, а для чего? Разве мне этого недостаточно? Разве я несчастлив? И истинное счастье в этом, в количестве путешествий, в количестве автомобилей, в количестве походов в рестораны, в количестве домов. Счастье в этом, в количестве семей. Задайте себе вопрос и ответьте правда, не обманывайте себя. Поэтому вам и приходят вот такие события, которые пытаются вам вот донести. Это приходит не просто так, это приходит с тонкого плана. Они стучатся, тарабанят в дверь вашу, просят, ну проснись, ну проснись. Конечно же, если человек не реагирует, ну, будет происходить такие постоянные события от одного к другому, от одного к другому. Где нет удачи, где нет успеха. Будет такое, знаешь, вот, успех приходить, который идет против течения. Вот. Чтобы прийти к успеху, ты должен проплыть там по реке вверх, а есть успех по течению. Но успех по течению, он придет тогда, когда человек начинает пробуждаться, человек начинает осознавать, человек начинает видеть настоящее, не то, которое ему внедряли в школах, в университетах, а настоящее, то, которое с ним всегда счастье. За тех, кого он в ответе. Поэтому и появляются болезни.